Привет, с вами Алена. Сегодня разберем сразу два момента. Ну, во-первых, вернулась девочка, которой тогда на физаре средний палец отбили, ссылочку на видео оставлю. А во-вторых, я бы хотела поговорить о том маникюре, который она принесла. Она сказала, что вот она сегодня сходит ко мне, а завтра идет к своему мастеру на коррекцию. И я решила воспользоваться этим случаем и объяснить ей, что ну да, действительно, длина критична, но помимо этого есть пара нюансов, и если эти вопросы решить, то ее ногти в общем и целом будут смотреться немножечко грациознее. Я ей объяснила, что такое длина ногтевого ложа и какая должна быть длина свободного края, чтобы длина не являлась критической, а именно длина ногтевого ложа, розовая часть, умноженная на 2, это и есть нормальная длина ногтей. Но еще мы учитываем то, что они будут отрастать. А здесь прям у нас сильно явно больше, и мы видим сильно провисающие параллели. Я ей сказала, что ноготочки нужно немного поднять. Но потом подумала, раз уж мы сели, почему бы не поднять их мне ей, и я думаю, что она все запомнила, прекрасно поняла, и попросила передать ее мастеру, что нужно сделать вот такую вот манипуляцию. После того, как мы высверлили изнутри, я ей решила показать, что неплохо бы прочищать еще параллельки и поднять их слегка пилкой, и тогда ногти будут смотреться немного эстетичнее. Вот сейчас мы сравниваем два ногтя безымянных. На одной руке я его подпилила и выпилила изнутри, а другой я не сделала. Но я, конечно, не удержалась и все-таки прошлась по всем ногтям и сказала ей, что, в принципе, завтра ее мастеру нужно только будет сверху снять, там убрать немножко отслоек, которые есть. Ну и, собственно говоря, форма уже почти готова. Но я искренне надеюсь, что они хотя бы по длине немного уберут. И, в общем, мораль всей басни такова, ребят, смотрите ногти сбоку. То есть очень часто я вижу такую распространенную ошибку. Она, безусловно, не критичная. Кстати говоря, вот видите, какие бачка жирненькие. Это, конечно, не критично, и никто не умирал от клюющих ногтей или от сползших вот этих вот параллелей, но ведь это совсем не сложно. Чуть-чуть пройтись, и уже даже из таких ногтей мы делаем вполне себе приличное. В общем, она сказала, что все поняла, что мастеру передаст, и я очень надеюсь, что все будет ей понятно. Ну, короче, будет непонятно, позвонят, объясню по телефону. А теперь возвращаемся к герою нашего вообще ролика, собственно говоря, почему мы здесь все собрались. И это тот самый пальчик, который тогда пришел такой весь грустно забинтованный, помните? И, в общем, я написала ей в итоге, у нас есть переписка с ней, я ей пишу, я говорю, что, как дела вообще, как там палец? Она говорит, все плохо, ноготь не растет. Я говорю, как не растет? Я говорю, а ну-ка мне фотографию. Она мне скидывает фотографию вот этого ногтя, и я, естественно, радуюсь, потому что я-то вижу, что он растет. Думаю, что-то она там напутала, похоже. Вот, когда она пришла, мы с ней, естественно, подняли эту тему, и выяснилось, что она просто не поняла, где там у нее начинается этот натуральный ноготь. И на самом деле такое тоже часто бывает у клиентов. То есть она думала, что он вот такой вот весь корявый, не отрастающий, а там-то кутикула налипла. Представляете, да, сколько я сейчас отодвинула, и пол ногтя вышло наружу. В общем, в процессе зачистки я смогла ей показать, или, может быть, даже доказать в некотором смысле, что все отрастает, что ноготь восстанавливается, ровный, хороший, красивый. Единственное, что вот здесь вот ближе к свободному краю он немножко пока корявенький. Есть сухие участки кожи, которые нужно просто зачистить. Зачистка сродни зачистке анихолизиса. Все, что нам мешает, убираем. Нам нужно сделать так, чтобы вот этот раскуроченный, так скажем, свободный край, да, то, что осталось после травмы, а там прям была жесть, посмотрите, кто не помнит, перейдите по ссылке. В общем, вот эта вот раскуроченная часть, она загрубела и очень сильно упирается в валик, вот в эту вот часть. И, конечно, ему тяжелее отрастать. И в такой ситуации нужно просто все выгребсти. На самом деле, все как обычно. Все всегда сводится только к одному, к тому, что нужно зачистить свободный край, сделать так, чтобы никакая пыль и грязь туда не попадала, и тогда ноготь отрастает, и все счастливы. Вот такое вот сегодня видео. Я надеюсь, вам оно очень понравилось. Поставьте, пожалуйста, лайк, прокомментируйте, напишите, кто что думает. И можем, как всегда, поговорить на любимую тему, какой длины могут носить ногти подростки, не слишком ли это сильно, и что же делать с физкультурой, потому что все травмы прямо у нас оттуда. А мы завершаем нашу обработку витаминным комплексом маслечко от Тати, с которым мне в последнее время очень сильно полюбилась, и делаем обязательно массаж. Вот такой красавчик у нас получился. Всем пока-пока. С вами была Алена. До новых встреч.